Друзья, снова всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream. Ну что, сегодня небольшое видео, и сегодня мы с вами отправимся в два места. Одно место — это рай Hardscape, где множество коряк, мне сказали. Я еще в этом месте не был, мне жутко интересно отправиться туда и посмотреть. И в другом месте это рай аквариумных растений, где цены намного ниже, чем в обычных магазинах. Также они предоставляют оптовые цены, если покупать эти растения в больших количествах. Поэтому мне очень интересно, какие растения у них есть, большое ли их разнообразие, какой большой выбор. И я жутко доволен, что я нашел эти места. И если мне оба места очень понравятся, я буду покупать все материалы для аквариумов только в этих местах. Ну что, давайте поскорее отправимся. Ну что, ребята, я нашел настоящий рай с разного вида дерева для акваскейпинга. Это просто огромный рай. И посмотрите, что вокруг меня. Какой кусок дерева не выберешь. Мыслей столько в голове, столько всего хочется из этого всего сделать. Посмотрите только на все виды этого дерева. Вы когда-нибудь видели такое огромное количество? Посмотрите, вот этот Spiderwood. Вот такие кусочки. Для любого вида скейпа, для любой идеи. Посмотрите на эти огромные куски. Представляете, какой скейп можно из этого сделать? Обложить вокруг камнями. Так и хочется побольше аквариум. Посмотрите вот сюда. Это самый, продавец сказал, это самый дорогой тип дерева. Стоит он, баня. If it's like retail, it's 180 for 1 kilogram. Цена вот этого дерева, это самое дорогое, примерно $10 за 1 килограмм. То есть вот такой огромный кусок будет весить килограммов 30, наверное. Довольно дорого выйдет. Но зато представляете, какой скейп из этого получится. Вот такой кусок. Только посмотрите. Я бы все это забрал. К сожалению, в студии нет столько места. Так, давайте посмотрим еще. Вот здесь также есть мелкие кусочки, как раз для наноаквариумов. Можно из этого выложить очень красивый скейп. Из мелких кусочков. Также для террариумов растительных прекрасно подойдет. О, посмотрите на этот кусок. Представляете? Огромный аквариум с выходом наверх над аквариумом. Trong này bộ lúa quý nhất là đó là lúa đỗ quyên của đó là đỗ quyên của Trung Quốc. That's the Chinese. Bây giờ bên Trung Quốc là cấm khai thác. Also, the China now they banned it to harvest this. Like you cannot have. Cây đỗ quyên ấy, cây đỗ quyên em có thể tra Google để biết. They banned it. So you cannot cut this anymore in China. Đây có phải That one. Вот этот кусок дерева, сказали, самый редкий. Его запретили категорически резать в Китае, поэтому здесь его мало. Это очень редкое дерево и, по всей видимости, цена соответствующая. Но посмотрите вот сюда. Посмотрите на это произведение искусства природы. Посмотрите на этот рисунок. Завивающийся корень. Представляете, какой скейп может из этого получиться?
Друзья, и второе райское место – это рай растений для аквариума. Пойдемте со мной, потому что я жутко удивлен, и почему я не знал об этом месте раньше, я не знаю. Но теперь это мое любимое место. Пойдемте покажу все растения. Итак, ну давайте начнем нашу прогулку по этому раю растений. Так, вот здесь у нас ротала в воздушной форме, естественно. Пока что она зеленая, под водой приобретает другую форму и начинает краснеть. Людвигия. Обожаю людвигию, когда она растет над водой. Так, вот здесь тоже еще один тип зеленой людвигии. Кстати, очень хорошее растение. Лучше растет, чем красная людвигия. Очень хорошо разрастается и совсем не привередливая. Вот еще один вид людвигии. Она зелено-красная. Наверное, она посветлее, чем красная. Все же она, наверное, краснеет под водой. Пока что она выглядит вот такой зелено-красноватой. Не помню, что я использовал такой вид. Так, здесь у нас спряталась пилея. Посмотрите, какая свежая, красивая. Здесь у них, кстати, установлено автоматическое опрыскивание. Светом много они не используют. Видимо, растениям в воздушной форме достаточно натурального света. Вот здесь мелкий папоротник. Мне интересно, как он ну вот система опрыскивания здесь установлена. Так что все растения содержатся в постоянном увлажнении. Красивый, свежий. Этот с мелкими листиками, есть, конечно, покрупнее. Вон там на заднем плане можете увидеть. Мне нравится мелкий. Название этого папоротника Microsorghum Petit. Так что для мелкого скейпа он как раз хорошо бы подошел. Так, а вот это Gimianthus Perovit. Друзья, ни в одном магазине сейчас его не найти. Я всегда думал, что зимний сезон все такого вида растения пропадают почему-то. Так же, как и Монте-Карло. Но посмотрите, здесь его полным-полно. Gimianthus Perovit советую вам иметь в аквариуме. Очень легко его растить. Он не привередливый. Дополнительной подачи СО2 не надо. Идеальный для низкотехнологичного аквариума. Поэтому теперь я знаю, куда за ним ехать. Даже в зимний сезон. Ну, здесь, посмотрите. Целая полка с папоротником. Также здесь целый стол, посмотрите, с травкой Hairgrass.
Выглядит все еще свежий, правда некоторые такие поредевшие. Но я думаю, что со скидкой, скорее всего, продают. Вот здесь получше вида, посвежее. Также здесь Монте-Карло у них. На Монте-Карло видно, что уже старенький. Не такой он сочный, свежий. Но все же он здесь есть. Опять же, в этот сезон в магазинах не найти его. Здесь его полным-полно. Смотрите на этот Hair Grass. Пушистый, свежий. Целый лоток. Такого лотка вполне хватит на 30-сантиметровый аквариум. Вот здесь другого вида папоротник с такими разветвленными листиками. Тоже он мне очень нравится. Его классно с ним делать большие скейпы. Вот здесь также японика, травка. Тоже она мне очень нравится. Кстати, в наноаквариумах, в круглых она у меня растет без проблем, а вот почему-то в прямоугольных аквариумах с фильтром не особо хорошо она растет. В больших аквариумах. Почему-то в нано-круглых аквариумах она растет лучше. С чем связано, не знаю. Здесь вот еще один вид травки, по-моему, это лилиопсис, если я не ошибаюсь. Видите, у него листики покрупнее, он не как Hair Grass. И, кстати, он очень хорошо разрастается. Я его также использовал в некоторых своих аквариумах. Очень хорошее растение. Так что его я тоже рекомендую. Вон, посмотрите, его здесь целая плантация. И вот здесь вот также на верхней полке целый поддон с этим лилиопсисом. Смотрится бесподобно. Сколько угодно можно его купить. И, кстати, цены у них здесь оптовые. То есть здесь я буду покупать в больших количествах растения и хранить их у себя уже в студии и периодически использовать для новых своих проектов, что выйдет гораздо выгоднее, чем покупать его уже у розничных торговцев. Кстати, посмотрите на этого вида Anubias с продолговатыми листиками. Опять же, нигде его не найдешь в других магазинах. Здесь на ферме, посмотрите, целый поднос. Я удивлен, почему его не встретишь в этот сезон в магазинах, когда у поставщиков они есть. Здесь вот у нас криптокаринки продаются в горшочках, не совсем свежего вида. Мне интересно, цена снижается за счет этого. Выглядит еще пока неплохо. Вот, кстати, еще такой лилиопсис, но он в маленьких горшочках. Вот еще один вид криптокарины. Он у меня также есть. Я его использовал в некоторых своих скейпах. Вот это криптокарина Бакати называется. Также у них здесь есть гидрофила. Вот такая. Тоже в воздушной форме. Скорее всего, форму и цвет она поменяет. Может, она станет красноватой. Вот такого вида гидрофила поменьше. Крупная, зеленая. Смотрите, какой большими кустами она продается. Вот такая, смотрите, криптокарина у них есть. Бордово-пурпурная. Очень красивые листики. У меня она также есть. В одном из своих аквариумов я ее подсаживал. Очень красиво смотрится. Цвет необычный. Криптокарина Богнери называется. Вот такой Anubias Pinta. Очень красивый, с белыми листиками. Очень прикольно его разбавлять. Скейп, если слишком много зеленого. Очень хорошо добавить немножко белого. Особенно на черно-вулканическом камне будет хорошо смотреться.
Одно из моих любимых растений, это, конечно же, буцефаландра. Посмотрите, сколько ее. Она здесь так плотненько у них уложена, разного вида, вот с продолговатыми листиками. Вот такая, кстати, самая стойкая к параметрам воды. Рекомендую вот такую буцефаландру. Также с более крупными листиками вот здесь. Более они пурпурные, фиолетовые. Анубиас Nano Petit, самый лучший из всех анубиасов, растет очень хорошо, не привередлив к параметрам воды, особенно на ранних стадиях аквариума. Очень рекомендую, если покупаете анубиас, лучше всего покупать вот такой анубиас Nano Petit. У него плотнее листики, и они поменьше, более продолговатые, не такие закругленные, как у обычного нано. Вот такой, к примеру, анубиас Golden Leaf со светлыми салатовыми листиками. Он также хорошо растет, но на ранних стадиях нового аквариума он может растворяться. То есть он может не пережить переход из воздушной формы в водную, особенно на ранних стадиях аквариума, когда параметры воды нестабильны. И он очень восприимчив к аммиаку, поэтому может просто раствориться в воде. Но он также очень красиво будет смотреться в миксе с нано-обычным зеленым и нано-петитом, потому что у него листики, видите, такие более светлые. Также анубиас Бартери, посмотрите, сколько его красивый, с закругленными листиками, такими темными. Очень красиво подходит для больших скейпов, для больших аквариумов. Очень классно смотрится на камнях, либо на дереве. А вот здесь, смотрите, домики с мхом. Christmas мох, по-моему. Вот так вот они его продают. Такая маленькая пагода с мхом на верхушке. Что, в принципе, самому проще простого сделать. Не нужно покупать. Вот еще здесь целая куча еще одного анубиаса Бартери глабра с продолговатыми большими крупными листьями. Очень тоже классно смотрится в больших скейпах. На дерево его можно прям сажать. Смотрится как будто оживленный кусок дерева. А вот здесь вот просто арая анубиас аппетит. Посмотрите, какая красота. Мне хочется сделать один скейп, где я бы использовал только один анубиас петит. Так, а вот здесь у них аквариумы с довольно редкими растениями. Вот не уверен в названии вот данного растения. Посмотрите, листики у них в дырочку. Подскажите мне в комментариях, напишите, что за растение. Может быть, это вид эхинодоруса какой-то с дырчатыми листиками. Также вот криптокарина у них здесь, смотрите, какая красивая. Смотрите, кстати, гуппи какие здесь красивые, разноцветные. Посмотрите на цвет. При хранении растений всегда заводят вот мулинезий, гупешек и креветок, чтобы они помогали с водорослями и содержали растительный аквариум в чистоте и порядке. Вот здесь тоже кусочек редкого растения Людвигия аркуата. Совсем чуть-чуть ее здесь. Так она одиноко здесь растет. Вот здесь смотрите, какая крупная валиснерия красивая. Ох, как она мне нравится. В крупном аквариуме, в каком-нибудь с дискусами, либо со скаляриями, крупная валиснерия смотрится бесподобно. Вот посмотрите на Людвигию гландулоса. Какая красивая, сочная, красная. Вот, кстати, я думаю, что сегодня, ну, может быть, не сегодня, а в следующий раз,
Один из моих подписчиков порекомендовал мне в мой большой кубический аквариум на дерево прикрепить. По-моему, он сказал вот как раз про эту Людвигию. Она может расти как в субстрате, так и без него. И пускает очень красивые длинные корни. Вот я думаю добавить немножко красноты к тому своему скейпу. И вот как раз это растение подошло бы очень хорошо. Вот также Людвигия Super Red здесь. Вот, друзья, одно из моих любимых растений, посмотрите, вот эта травка Японика Бликста. Она очень красиво смотрится в скейпах, особенно в больших аквариумах. Супер классная. И она тоже у них есть. Здесь у них тоже довольно большой выбор дерева, но не настолько большой выбор типов дерева. В основном все одно и то же, но в больших количествах. Тоже скейпы вот из таких кусков можно делать очень классные, такие в драматическом стиле. И здесь оптовая продажа разного вида песка. Вот у них есть мелкая галька вот такого вида типа. А вот посмотрите, вот это растение очень часто можно увидеть во Вьетнаме в реках. Оно очень распространено. И вот его тоже продают. Очень красивое, пушистое растение. Очень непривередливое тоже в уходе. Посмотрите, очень тонкие листики у него, очень сочные, красивый цвет. Английское его название Kuntail. Не знаю, как по-русски оно бы называлось. Напишите мне тоже в комментарии, кто знает. Ну а если вам понравилось это небольшое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте писать комментарии, подписывайтесь также на мою страницу в Instagram и увидимся с вами снова в новом проекте. И, кстати, новый проект выходит очень скоро, так что не пропустите. Пока-пока.